Привет, с вами Валера и Лори. Сегодня мы выбрались из нашей провинции Лейта и приплыли на остров Сибу, чтобы встретиться с нашими друзьями, а также посетить городок под названием Кармен. Зачем? Да чтобы проверить место, которое называют самым большим сафари-парком на Филиппинах. 170 гектаров, дикие звери и все такое. Но стоит ли это целого дня дороги? Сейчас все покажем. Билет в парк стоит 1100 песо на одного человека. Важный момент, если у вас с собой есть вода и еда, нужно ее либо доесть и допить, либо придется выкинуть, так как все ваши запасы заберут на входе в парк. Здесь недопустимо пронос воды и еды. Не знаю, то ли это сделано для безопасности животных, чтобы их не кормили своей едой принесенной, то ли для того, чтобы вы потратили свою денежку, собственно говоря, покупая все эти продукты уже внутри парка. То есть хочешь пить и есть, иди в местное кафе и плати по оверпрайсу. На входе также желательно отсканировать QR-код с карты этого парка, так как территория большая и чтобы было проще ориентироваться. Managed by Mr. Edward J. Lu. Cebu Safari has 170 hectares with a home of 127 animal species. So you are here now at the welcome. So since the garden is the cleaning of the garden is 10:45 a.m. So you're going to your first jump of area, which is the base camp, where you can see aviary dog, emus, kangaroos, and wallabies. Начали мы с авиария. Попугаи здесь главные звезды. Они абсолютно не боятся людей, залетают на руки, на плечи, на голову. Короче, полный контакт. Здесь же вам предлагается сделать крутые фотки, естественно, за небольшую сумму в районе 200 песо. Также можете и покормить птиц, это будет стоить 50 песо. Птицы здесь выглядят ухоженными, места у них много, все чистенько. И это, пожалуй, самый живой и позитивный момент во всем парке. Дальше по плану то, ради чего многие сюда и едут, сафари-тур. Нас посадили в открытый грузовик с решетками. Ожидания были на уровне парка юрского периода. Огромные ворота. Но реальность оказалась немножко прозаичнее. Нас покатали минут 10 по кругу среди зебр, антилоп и прочих парнокопытных. Douglas box. Both male and female have horns, female having the longer and thinner ones. Now those white patches on their face, that is their built-in sunscreen. On the left side, we have the greater kudos. They are the tallest horned antelope species in the world, while only males have horns and females do not. Their horns can be 6 feet in length. They're also called the clouds of Savannah because they dance and make unusual sounds when courting females. Both male and female have horns, female having the longer and thinner ones. They are Да, они ходят буквально в метре, да, прикольно, но это очень быстро заканчивается. Только настроился на приключения, а тебя уже привезли назад и высаживают. Такая чисто ознакомительная поездка, больше для галочки. Кстати, важный момент. В парке есть довольно интересное и крутое шоу птиц Safari Stadium, которое многие хвалят. Но есть один нюанс. Оно идет всего один раз в день в 13:45. Мы на него опоздали буквально на полчаса, так как не знали точного расписания. А ждать следующего дня, чтобы посмотреть это шоу, как-то в планы не входило. Но судя по тому, что снимают другие посетившие это место, там реально масштаб. То есть орлы и совы летают прямо над головами зрителей, попугаи, дрессированные голуби и другие птицы. Так что это довольно интересно. И если все-таки сюда надумаете заехать, то планируйте маршрут так, чтобы к 2 часам дня железно быть уже на этом стадионе. Не повторяйте наших ошибок. Сильно расстраиваться я не стал, раз с птичками не вышло, я пошел к тем, кто этими птичками не прочь и перекусить.
Кормление крокодилов – это отдельный аттракцион. Рептилии тут знатные, огромные, но уровень лени просто зашкаливает. Я ему кидаю курицу под нос, а он долго думает, делать кусь ему или не надо, жарко все-таки. Скорее всего, просто из-за огромного количества туристов крокодилы здесь уже перекормлены. Стоит это удовольствие 100 песо за один кусок курицы. They are full. They don't care about your food. Если вы все же здесь проголодались, то здесь есть некоторые кафе, но особо выбор небольшой. Мы пошли в Микеланджело пиццерия. Звучит довольно пафосно, но по факту это обычный туристический общепит. Пицца средненькая, сервис довольно неспешный, все в лучших филиппинских традициях. Обед на двоих обошелся примерно в 1500 песо, так что, наверное, было бы лучше перекусить до посещения этого парка. Так как здесь вы не испытаете особого гастрономического восторга, это будет скорее просто способ перекусить и не протянуть ноги от голода. Кстати, у меня был большой выпуск про другие туристические места на Сибу, поэтому переходите, вот здесь оставлю ссылочку, обязательно посмотрите и то видео. Что же в итоге по Сибу сафари? Это скорее не про адреналин, это не настоящее сафари, это скорее как большой зоопарк, как спокойная прогулка. Место достойное, если вам не жалко потратить день и пару тысяч песо. Из плюсов животным на вид тут реально комфортно, вольеры довольно просторные. Из минусов организация немного хромает. Сафари короткое, многие животные днем спят, такие как тигры, белые львы, к которым мы так и не добрались. Но на один раз, чтобы убить время, немножко прогуляться, то довольно нормально. Мне кажется, это место идеально для посещения с семьей или детьми. Но будьте готовы провести здесь реально целый день, потому что территория очень большая. Мы, допустим, не смогли за наш визит посетить все места абсолютно этого парка. Поэтому, если вы располагаете в запасе целым полноценным днем, то это место отлично подойдет для вас. А что вы думаете про этот парк? Пишите в комментариях, стоит ли такой парк этих денег. Стоит ли тратить на него время. И спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.